Начнем разборочку такого шикарного двигателя. DAF 105 пакаровский двигатель. DAF 105 на капиталку. Будем разбирать, дефектовать и собирать заново, заменив все непригодные детали. А их тут будет немного. Так, уже частично подразобрали, скинули немного пластика, всякого алюминия и что-то там еще стекловато, защиты шумки, то есть. Так, обдули как могли, теперь будем разбирать. Начнем мы клапанную крышку ковырять. О, сняли клапан. Маховик в хорошем состоянии. Подшипник идеал. Сцепление корзины еще походит. Диск куда тут укатился-то у нас? Тоже в идеале. Как новый. Масла не видать, может быть масляное голодание было, еще непонятно. Разберем, увидим сейчас. Пока еще непонятно, что с двигателем. Живой, не живой. Так, что у нас там? Немножко грязь попадает туда, вовнутрь. Ну ничего страшного, мы потом помоем, почистим. И приведем все в порядок перед сборкой. Некоторые болты поломаны, так подозреваю, что он еще был и в аварии перед пожаром. Сломано впускной коллектор. Видимо, он попал в ДТП и загорелся. Кондиционер проверяем, крутится, работает, охуенный. Генератор заклинил, не крутится. Думаю, что его не спасти.
блок управления двигателем в хорошем состоянии. Кому нужен? Стартер хороший. Гуляет. Пружины не прослабли. Значит, может быть, еще все будет живо. Вот сколько всего осталось лишних запчастей. Идем смотреть, есть ли на нем масло. И масло. Форсунки сами уже будут непригодные, но внутренности нужно еще посмотреть. Может даже что-то пригодится. Ну, корпус как минимум. Даже фишки целые. Почистил и все, как новая форсунка. Я уже тут приговорил. Почти не поплавили. Ну, здесь аналогично. Фишки хана. Ну, здесь они, конечно, пострадали больше. Здесь взять, кроме пружины, взять здесь нечего. И та, может быть, прослабла. Даже резинки погорели. Так, что мы видим тут? Ржавые гильзы. Лягушки плавают. Естественно, тушили. Опа-на, можно будет посмотреть. Вот такой вот у нас вот
эскимо на палочке залило. А я дергал, не мог штангу достать. Оказывается, она вон она что. Вон она что, Михалыч. Алюминием залило. Ну там такого еще много. Будем все доставать. Так, ложим его на бок, достаем поршня и все остальное. Сейчас крышечку еще снимем и родним. Коленвал немножко подзаржавел, но можно повернуть, если ржа не глубокая. И в принципе будет целым. Можно попробовать восстановить. Достать не удается. Сильно заржавели. Сейчас будем доставать вместе с гильзами. Перевернем блок. Так, двигатель мы доразобрали. Подведем итоги. У нас из целого коленвал, собственно, ради чего у нас и был затеяна эта вся процедура, чтобы понять, что можно с него взять. Блок можно восстановить, попробовать, поменяв заглушки все системы охлаждения, прочистить каналы и так далее. То есть еще предстоит большой цикл работ с ним произвести. Коленвал у нас
в хорошем состоянии, немножечко подзаржавел, полирнули, все хорошо. Распредвал чуть похуже. Остались следы ржавчины на пару шеек глубоких. Вот. Далее у нас поршня и шатуны в хорошем состоянии, комплект сцепления и маховик, и шестерни. Это в принципе все, что можно было с него взять. Также оставили пока коллектор горячий, посмотреть, что с него можно взять, и головку. Там клапана есть, только пружины будет на выброс. А вот это все мы выбрасываем. Металлолом. Гильзы с ржавчиной. И в принципе вот такой вот расклад. Так что с двигателя хоть что-то, но взять можно. Тот же коленвал по-каровски стоит хороших денег. Больше в принципе ничего и нет. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго, не ломайтесь. Всем пока.